Сегодня я буду говорить про машину, на которую фапят практически все школьники. Огромное количество людей считает, что это очень крутая тачка. Этот автомобиль изначально назывался Hennessy, и здесь было 620 лошадиных сил. После этого кому-то показалось мало, они сняли компрессор, тот, который был, и поставили компрессор от катера. Да, померили, получилось 800 лошадиных сил. Да, они здесь есть. Огромное количество моих друзей, знакомых очень любят американские машины. Я скажу честно, я это говно ненавижу. И сегодня у нас Dodge SRT8 Challenger Hennessy и необычный 800 сил. Вот оно! Это красивая машина. Это действительно красивая машина. Мускулистая, черная такая, большая. Прикольно называется. Мне очень нравится, как эта машина выглядит сзади, спереди, сбоку. Она вся такая черная. А она настоящий агрессор внешне. Она тебе прям говорит: ты че, братан, охуел, что ли? Иди сюда, нахуй. Ты че с этой камерой? Ты че хочешь? То есть, как бы, ну, агрессор и агрессор. Очень жесткая рожа, очень просто наглая американская черная рожа. Когда ты стоишь около этой машины или видишь, когда эта машина проезжает по дороге общего пользования, ты смотришь и думаешь: красивая, классная, дорогая, такая зайка, а еще и 800 лошадиных сил. Вот это, наверное, вещь. Но по факту это не так. Поэтому, когда я буду говорить правду про эту машину, а машина это моего очень хорошего товарища по имени Боря, когда я буду говорить жесткую правду, я буду к этой жесткой правде добавлять фразу: Боря охуенный парень. Вот самый Боря Гуревич, короче, неважно, кто я. Поэтому, если этой фразы здесь будет очень много, братиш, просто поставь лайк, пойми, что Боря охуенный парень — это говно, и дальше не смотри. Давай, бля! Металл, никакого пластика, никаких дополнительных элементов, как мы привыкли видеть в европейских машинах. Знаете, пластиком все закрыто. Здесь какая-то там панелечка есть приятная. Здесь нету ничего. Вали мою жопу! Давайте посмотрим на тормозную систему. Это чего вообще? Это они что, 800 лошадиных сил и 2,5 тонны решили останавливать? Это что такое? Это Brembo. Золото, обтягиваем унитазы, недорого, приезжайте в Питер. Причем говёная Brembo, без вентиляции, с очень маленьким таким тормозным диском. Сзади вообще просто позор. Вот если вы посмотрите, он стоит там Chevrolet, вон, видишь, говно стоит. Вот у него задняя тормозная система примерно такая же, как и здесь. Вот. Боря охуенный парень. Вообще не нравится наша компания? Ничего, нормально, но... Так что сказали, нисколько? Камера появилась? Да не, нормально, ребята. Так что, мне не нравится ваша... Ты можешь... Мне не нравится выхлоп. Вот посмотрите на выхлопную систему. Вроде стильная такая продолговатая штука, а получается, что это какая-то голимая вонючая насадка. Просто ее на трубку надели сверху и все. Своего рода кайф. Какой только не я. Но стиль машины очень нравится. То есть, если сюда поставить нормальные тормоза, хорошие, чтобы она тормозила, то, наверное, на самом деле большинство людей могут подумать: а что ты, Давидыч, прикопался к тормозам? Внешний вид хороший, лошадей много, цвет прикольный. Можно поставить хорошую тормозную систему и все исправится. Но нет, ребят, я вам скажу, что Боря реально охуенный парень. Я сегодня собаку в загон закрыл. Самый обыкновенный руль, обыкновенные кнопочки, топорнейшая панель, просто панель вообще ужасно. На передней панели тоже табличка такая, стоит подпись John Hennessy и написано Challenger SRT. Ручка переключения называется Mopar.
Здесь стоит серийный номер. Написано, что это машина 8-я из 50. Двигатель Хеми объемом 6,1 литра. Места свободного куча. Американцы всегда любили большие машины. Ну, давайте салоном продолжим. Здесь стоит какая-то полудешманская система типа мультимедиа с внутренним жестким диском. Очень дешевый пластик. Страховка в бардачке. Кстати, вот это блок для перепрограммирования компрессора. И Боря еще вместе с этим блоком прикупил живого человека, который будет это настраивать, потому что до сих пор, я так понимаю, тут все не настроено. Парни стоят на той стороне моста сейчас и ждут, пока его сведут. Вот эти вот крутилки, ну это, конечно, прошлый век. Ну, все такое. Вот, парни, вот честно, вот как вам в тест-драйве? Вот просто трогаешь и понимаешь, что это жопа реально. Вот это жопа, вот тут жопа. Везде жопа. Давай, бля, пали мою жопу. Обычные кожаные сиденья, ничего нового. Эту машину насиловали сначала в Америке, потом она попала к Боре. И поверьте, Боря жестче. Закон закроет, да. Поехали! Ну что, дорогие мои друзья, в салоне он, конечно, урод, честно. Внешне он симпатичный. Все думают, что ты очень крутой чувак, и у тебя все очень хорошо. На самом деле, может быть, у тебя все и хорошо, но эта машина не рулится. Ну, не рулится она, ну, потому что вот по камере сложно вам объяснить то, что происходит. Вот у тебя опять то же самое, да? Сложно объяснить, но ощущение такое, что подвеска едет сама по себе, мотор едет сам по себе, кузов едет сам по себе. Каждый сам за себя в этой машине. Жестко. Вот странно, да? Должна быть, если такая неуклюжая подвеска, то она должна быть мягкой, а она жесткая. Педаль вообще какая-то неуравновешенная. То ты ее прижимаешь, она вообще не едет, то ты ей даешь, она валит. Ну это просто, я думаю, больше не настроена машина. Да, мощная, да, есть дурь. Но как эту дурь реализовать? То есть максимум, что мы можем сделать, это либо выпендриваться на поворотах, либо выпендриваться на пятачках, на каких-то, да, просто приехал, подымил, либо просто по прямой пошумел. Все. То есть если эту машину иметь строго для выходного дня и на каждом светофоре делать вот так,
то это хорошая машина. Потому что, в принципе, плевать, что тут в салоне происходит, что тут происходит вообще. Главное, чтобы вокруг было много дыма, много шума, и все кайфовали от того, какая тачка около них проехала. Классная тачка. С бараном на руле. Если Бентли у меня был воробьем, то это просто тупо баран. Вот, наверное, в принципе, и все. X5M хороший проехал. Если вы спросите... Звук говно, братиш. Если вы спросите у меня, можно ли на этой машине ездить каждый день, я скажу нет. Ну нет. Топливо жрет просто ведрами. Попробую спокойно ехать. Она не настроена. Она понимает либо газ в полу, либо стоять на месте. Все. Редкостно говнище. То есть у меня какие-то странные чувства к этой машине. С одной стороны, она прикольная, на нее все обращают внимание, она такая стиляга, такая черная, такая красивая, 800 лошадиных сил. А с другой стороны, ты здесь сидишь, и тебе грустно. Может быть, так и должно быть? Может, такой замысел у американцев, а? Американцы, у вас такой что, замысел? Различные тюнинг-элементы. Вот эта красненькая полосочка в этой машине выглядит как издевательство. Типа гонщик должен понимать, под каким углом у него стоит руль. Такое говно вообще. Какой руль? О, товарищ полицейский. Добрый день. А позвольте вам вопрос задать. Мы у друга взяли эту машину покататься и тестируем ее. Хотим понять, а что окружающие вообще думают, когда видят такую машину? Только честно. Вот я, например, когда вижу такую машину, я думаю, что это дебилы какие-то. Ну да, потому что нормальный человек на такой машине ездить не будет. Дымит, коптит, пердит, неуправляемая, непонятная вообще. Ну а внешне вы смотрите, что думаете? Понятно, спасибо. По мне нормально, сказал полицейский. Окей. Парни. Слушай, а какая прикольная хуйня. А как она работает? Вот что видит владелец. Вот когда ты едешь за этим... Бах, блядь. Сынуль, это тест-драйв от Давидыча. Вася, лайк поставил. Не вижу еще раз. Оп. Молодец. Прикольная штука, да? Да, очень удобная. Смотри, реакция газелиста. Позвольте один маленький вопрос. Вот мы у друга взяли машину, вот тестируем, катаемся на ней. Мы хотим понять, что нормальные люди, вменяемые, типа вас, думают, когда видят вот такое ведро в пробке. Это женский взгляд. Женский взгляд говорит, что это не ведро, да? Спасибо. Да ведь, ну так нельзя девушке, конечно. Ну, блядь, сука. В Питере в пробке попиздить не с кем. Крутилки допотопные, дисплей допотопный. Вот это что такое? В машине пахнет старыми дедушками. Или в машине пахнет старыми дедушками, или, как я скажу, чужой жизнью. -1 в этой машине. Ты садишься в нее, да? Пахнет пиздятиной, старой. Ну, пахнет, как будто ты в пизде у бабки. Ну, лижешь ей пизду. А снаружи она
пиздатая. Внутри, да. Ну, блядь, это American Muscle. Busters. Take a globe, close your eyes and spin it. Open your eyes in these spots you pick. Look, play we in it. Touchdown in your city, so man your umbrellas with trucks and acapellas, making it rain, Cinderella. Если ты хочешь всех людей в пробке заставить тебя ненавидеть, то на этой машине это возможно. And you Beverly and vodka all night, that's drinkable. Off the chain, and my lyrics look visible. He's a block drinking up a 30-year ritual. Late night studio. Ну, смотрите, дорогу, как я и говорил, она не держит, ее вот так вот как говно болтает. А с этой машиной надо постоянно работать. Это не та тачка, что ты сел, ты крутой чувак, ты едешь на Фантоме, и у тебя все хорошо в жизни. Нет. Человек, у которого эта машина, не все хорошо в жизни. И вообще, у него вообще не все хорошо. Не только в жизни. Машина строго для выходного дня, строго для того, чтобы ты просто уехал и чисто уебнулся. Боря охуенный парень. Я хочу, чтобы все подъезжали к этой тачке в городе Санкт-Петербург, когда ее увидят, бибикали и говорили: Боря охуенный парень. Очень вас прошу это сделать. Даже когда эту машину Боря продаст, а он продаст ее. Не-не-не, Я хочу, чтобы эту тачку всегда приветствовали фразой: Боря охуенный парень. Ведь Боря правда охуенный парень. Плавает, дергается, блять, что за говно. В итоге могу сказать, что американские машины мне не нравятся. Это действительно просто тележка. Я не кайфую от этих машин. Единственная машина американская, от которой я кайфую, это Tesla. Ну, может быть, еще будет новый Ford GT. Поэтому всем пока. Это был тест-драйв от Давидыча. По поводу собрата вы все поняли. Владельцы Grand Cherokee, вы в курсе, да? И, кстати, Боря охуенный парень.